Прикольно. Сегодня мы будем устанавливать и смотреть, как работают Sexy Buttons от компании Enhance. Это наши братья, которые находятся в Болгарии. И они сделали вот такой вот очень необычный продукт. На YouTube уже много обзоров от разных блогеров. И все, в общем-то, в восторге. Я, честно, посмотрев эти ролики, еще в ноябре заказал эти кнопки. К сожалению, в Россию ребята пока не отправляют, но благодаря одной транспортной компании все это легко можно привезти. В общем, такая вот красивая упаковка. Давайте заглянем, что там внутри. Смотрите ролик до конца, и я расскажу, как достать этот комплект со скидкой. В коробке у нас все супер просто и минималистично. Инструмент для того, чтобы снять пластик, провод подключения к основной шине автомобиля и дальше к OBD-адаптеру, сам OBD-адаптер, который называется Commander, ну и, конечно же, 4 прекрасные кнопки, которые мы сейчас попробуем установить и посмотреть, насколько они полезны. Пошли в гараж. Первым делом надо снять пластик вот тут вот внизу у заднего ряда сидений. Так. Я использовал свой пластиковый крюк, но в принципе желтый инструмент тоже подойдет. Оп, снимаем. Вот такая вот панелька. И тут у нас, собственно, то, куда мы будем подключаться. Не забываем машину выключить. Она у нас выключена сейчас в состоянии off, потому что, ну, мало ли чего. Тут, конечно, никаких силовых кабелей не проходит, но лучше перестраховаться. Да, места тут совсем нет. Производитель в своем ролике про установку явно использовал машину другого месяца производства. В общем, пока лучшее, что придумалось, это снять верхнюю часть панели и попробовать спрятать все провода, торчащие вот сюда. Но вообще, конечно, разработчику было бы полезно сделать вот этот вот переходничок, в котором они встраиваются, чуть подлиннее. В итоге у меня получилось все красиво спрятать и закрыть пластиком, так что теперь никаких признаков установки снаружи не видно. Итак, мы подсоединили все провода, установили Commander. И сейчас самое время подумать, какие функции привязать к кнопкам. И действительно, это, наверное, самая сильная сторона этого продукта, что каждую кнопку можно назначить на практически любую функцию, которая доступна с экрана Tesla. Первым делом нам нужно скачать приложение. Для этого на упаковке есть очень удобный QR-код. Сканируем его. Вот приложение. Жмем «Скачать». Устанавливаем его. При первом запуске приложение спрашивает доступ к Bluetooth. Естественно, он нам нужен. Давайте попробуем. Опа, и он сразу уже нашел контроллер. Подключаемся. Готово. Супер просто. Хорошая практика сразу после установки обновить программное обеспечение. Чем мы сейчас и занимаемся. Приложение сразу же предложило поставить новую версию. Давайте поставим. Итак, приложение установлено. Давайте добавим кнопочки. Жмем плюсик. Жмем держим. Кнопка добавлена. Все супер просто. Наверное, первое, что все делают, купив этот комплект, настраивают открывание бардачка. Давайте посмотрим, как это будет работать. Реакция моментальная. Фантастически. Еще бы закрывался, вообще было бы здорово. В принципе, очень много функций. Можно настроить открывание капота, багажника. Можно поставить установку режима езды, Chill, Sport или переключение между ними. Можно поработать с Regenerative Braking. Мы это обязательно попробуем, сколько это работает. То есть можно выставить либо определенное значение, которое будет включаться,
Либо можно настроить кнопку инкрементально по 25%, но будете снижать или повышать функцию регенеративного торможения. Можно настроить управление музыкой, соответственно, громкость выше, громкость ниже, переключение между песнями. Кстати, хороший вариант, если кто-то сзади, например, ездит, можно туда эти кнопочки вывести, чтобы диджей сидел на заднем сидении. Можно поработать с отоплением руля, то есть сделать отдельную кнопку, не лазить в меню на 3 уровня, а в один клик включать подогрев руля. Работа с зарядным портом. Я прям у себя вижу сценарий, когда я смогу настроить кнопочку непосредственно на Type 2 кабеле дома на паркинге, чтобы фактически симулировать штатную тесловскую зарядку, когда в одно нажатие мы открываем порт, разблокируем его. Можно настроить управление гудком, свежее в последнем обновлении управление подогревом сидений. Соответственно, можно включить подогрев любого сидения в машине. Работа с климатом. В принципе, любая доступная функция с экрана может быть назначена на эту кнопку, которую вы разместите там, где вам удобно. Особенно интересна вот эта функция Hazard Light. Это аварийка. Соответственно, вот мы ее включили. Все щелкает. Мы ее выключили. Я напишу обязательно разработчикам, чтобы они добавили настройку этих функций. Ведь в России очень принята культура благодарить хороших водителей на дороге включением аварийки. Было бы здорово, чтобы здесь можно было настроить, например, 3 моргания и разместить эту кнопку где-нибудь под рулем. И в тот момент, когда нужно поблагодарить кого-то, ты просто жмешь эту кнопочку, и она делает необходимые 2 или 3 моргания. Посмотрим, реализуют они функцию эту или нет. Кроме этого, можно настроить управление зеркалами, складывать их с кнопки, включение голосовой команды, парковочный тормоз, внутреннее освещение салона. И для владельцев перформанс-версии можно сделать кнопку Track Mode и включать ее в одно касание, то есть включать режим трек в тот момент, когда вы хотите показать другу, какое у вас ускорение на машине, вы в одно касание жмете и включаете Track Mode. Было бы круто добавить функцию «Сообщить о ДВСнике на электрозарядке». А какую бы функцию добавил ты? Пиши в комментариях. Для того, чтобы удалить кнопку, достаточно нажать, подержать ее и нажать кнопочку Remove. Второй вариант – просто нажать и держать кнопочку в течение 12 секунд. Sexy Buttons – многоразовые кнопки. Они очень легко разбираются. Вот тут есть такая штучка, за которую можно зацепиться. Так вот мы зацепляемся и аккуратно открываем саму кнопку. Внутри мы видим микросхему и батарейку 2032, которую можно будет заменить, когда придет время. Для крепления кнопки используется специальный такой вот липкий материал. Производитель заявляет, что он многоразовый, то есть после того, как вы куда-то его прилепили, потом через некоторое время отлепили, промыли водой, и он снова будет липнуть. Так что кнопочка абсолютно многоразовая, как с точки зрения батарейки, так и с точки зрения размещения. Commander поддерживает до 8 таких вот кнопок. У меня в комплекте было 4, вот с такой вот белой окантовкой, потому что у меня салон белый, но можно заказать абсолютно черные кнопки, и можно дозаказать эти кнопки на сайте еще 4. По размещению кнопок я сторонник минимализма, поэтому я спрятал 2 кнопки на заднюю часть экрана слева и справа, а одна кнопка была размещена на ручке провода зарядки, синий такой 7-метровый, и, соответственно, она в машине непосредственно находиться не будет, она будет находиться на паркинге, но она сильно поможет мне в каждодневных действиях с этим проводом. Недавно я установил электропривод переднего капота. Видео я вот где-нибудь тут наверху будет ссылочка, размещу. Чтобы управлять им,
как я и говорил в том ролике, я могу открыть-закрыть капот через мобильное приложение на iPhone, на Apple Watch, через экран, дисплей внутри машины. Сейчас появляется еще один очень удобный вариант, это кнопочка. Но главная прелесть этой функции на этой кнопке в том, что она не спрашивает, точно вы хотите открыть капот или нет. Потому что в официальном мобильном приложении Tesla, когда ты жмешь «Открыть передний капот», приложение переспрашивает, вы точно хотите его открыть, потому что его придется закрывать руками. Приложение Tesla же не знает, что у нас установлен классный автоматический электрокапот. Ну а правую кнопку Y я закрепил за бардачком. Некоторые функции недоступны больше в новой прошивке, но производитель заявляет, что их можно включить через их приложение, через их кнопку. Например, изменение режима рекуперации. Итак, давайте попробуем, как работает Regenerative Braking. На экране у нас стоит Stopping Mode, то есть режим остановки обычный Hold, то есть регенеративное торможение включено. И сразу скажу заранее, производитель написал, что все изменения с настройками регенеративного торможения не будут отображаться на экране, поэтому, в общем-то, здесь смотреть особо нечего. У нас вот стоит кнопочка, у нас стоит акселерометр, попытаемся это как-то численно замерить. Ну и давайте посмотрим, как это будет выглядеть. На эту кнопку у нас сейчас стоит 100%, то есть обычный режим заводской. Давайте настроим снижение на 25% и будем смотреть. Я буду вот в режиме реального времени переключать это и смотреть, как изменяется ощущение. То есть сейчас у нас тест 1, машина на полном 100% регенеративном торможении будет работать. Ну, в принципе, я думаю, такие же ощущения, как если бы не было Sexy Buttons. Все точно так же. Давайте, да, вот мы ускоряемся. Сейчас переключим на наш акселерометр. Да, вот мы разгоняемся. Отпускаю газ, и машина ощутимо сильно оттормаживается. На экране мы видим, энергия поступает обратно в батарейку. Ну, то есть стопроцентное регенеративное торможение прекрасно работает. Да, вот оно все возвращается. Давайте сейчас сильно снизим все. Раз, два, три, 4 до 0%. Я газую, отпускаю газ, и машина полностью катится. То есть торможение вообще отключено. При этом на экране, как я и говорил, стоит режим Hold, но машина просто идет накатом, и чтобы затормозить, нам нужно сжать педаль тормоза и тормозить, как на обычной ДВС машине. Ну, это говорит о том, что действительно Sexy Buttons через контроллер каким-то образом могут менять этот режим. Давайте попробуем сейчас половинку, 50%. Сейчас я остановлюсь, потому что мне нужно настроить кнопочку теперь на 50%. Вот мы ее здесь поставим 50%. Да, и давайте его включим. Вот мы режим 50% включили. И продолжаем тестирование. 50% low. Разгон, понятно, на разгон мы ничего не меняли, все хорошо разгоняется. И да, я вижу, что какая-то часть энергии поступает в батарейку после того, как я отпускаю педаль газа, но она значительно мягче. То есть вот это вот эффект торможения, когда ты клюешь носом в руль, когда отпускаешь педаль газа, что наблюдается на 100%, нет. Поэтому, возможно, для тех, кому хотелось бы чуть комфортнее оттормаживаться, вот это вот включение режима и плавная регулировка регенеративного торможения будет очень даже в тему. Еще разок разгоняемся, отпускаю тормоз. Машина замедляется, но не так резко, потому что у нас сейчас включено 50% регенеративное торможение. Ну, естественно, физику не обманешь, и все это влияет на запас хода, потому что в режиме 100% понятно, что машина по максимуму пытается вернуть энергию в батарейку на этапах торможения. Вот. Но с точки зрения комфортной езды,
наверное, иметь вот такую кнопочку и назначенный на нее определенный режим было бы неплохо. В принципе, рабочий сценарий — это две кнопки, если вам действительно принципиально важно, как машина использует энергию торможения, то нужно использовать две кнопки, одну поставить на плюс 25, другую на минус 25, и тогда можно будет очень просто регулировать вот эту вот степень регенерации энергии. Контроллер Commander — это сердце и мозг всей системы. Помимо поддержки кнопок, на нем реализованы всякие умные функции и поддержка режима Dashboard для смартфона. Ну и есть определенные особенности, которые я выявил во время тестирования Sexy Buttons. На машинах, произведенных до марта 2021 года, Commander умеет делать очень крутую штуку. При нажатии на ручку задней двери открывается порт зарядки. К сожалению, с марта 2021 года Tesla перестала ставить датчики угла в ручке, и ребята ищут альтернативное решение. У Sexy Buttons есть одна особенность. Если машина заснула, то кнопки работать не будут. Это нужно помнить и будить машину, прежде чем пользоваться этим функционалом. Вместе с Sexy Buttons из коробки вам идет функционал Dashboard, который позволяет на экране смартфона отображать параметры автомобиля, которые Commander считывает с шины. В принципе, довольно интересный экран, и при хорошем размещении за рулем может заменить собой классическую приборную панель. Я небольшой фанат, не думаю, что я буду вот так вот прям ездить, но давайте посмотрим, как это в движении будет выглядеть. Вот я включил поворотник, и он сразу отобразился. Здорово. Так, скорость начала расти, хорошо. Так, но мы видим скорость, мы видим момент. Вот я отпустил педаль газа и вижу, что задний двигатель начинает рекуперировать мне энергию обратно в батарейку. А слева, соответственно, это измеритель мощности, который показывает, сколько энергии мы тратим. То есть сейчас вот я тапочку притоплю, и видим, что у нас, конечно же, потребление возросло. Тапочку отпустил и вижу регенерацию. Ну что ж, прикольно. Довольно красивый функционал, то есть реализован действительно здорово. И я знаю, что на рынке есть много OBD-адаптеров, которые, в общем-то, снимают эти показания, но сильная сторона Sexy Buttons и контроллера Commander в том, что интерфейс очень красивый, поэтому я уверен, ребята допилят оставшиеся функции, да, ну, я вижу, лампочки не горят, якобы, хотя они горят, то это будет очень хорошая альтернатива для тех, кто хотел бы иметь некую визуализацию параметров машины у себя на айфоне или не на айфоне. Потому что на андроиде это тоже работает. Мне продукт зашел. Уже сейчас Sexy Buttons отлично работают на Model 3 и Model Y, и в ближайшее время ребята объявят о совместимости с S и X. Небольшой рейтинг продукта от Паши. За простоту установки я снял 1 звезду, потому что, честно говоря, пришлось немножко повозиться с размещением Commander и проводов. За простоту использования, конечно же, 5 звезд. Приложение супер простое, интерфейс интуитивно понятный, сами кнопочки выполнены из хорошего пластика, приятны на ощупь. Их можно переиспользовать, менять батарейку, переклеивать на любое другое удобное вам место. Поэтому точно 5 звезд. По функционалу 4 звезды, потому что заявленный функционал, к сожалению, пока не весь работает на новых Model Y и Model 3. Такие вещи, как открытие зарядного порта при нажатии на заднюю ручку, не работают, но ребята обещают это дело исправить. Функционал дэшборда уже вполне себе рабочий. Есть, безусловно, несколько косметических вещей, я уверен, ребята их исправят. Сам функционал кнопок очень богат. Как вы видели, можно управлять практически всеми элементами в автомобиле.
По критерию стоимость я поставил 3 звезды. Почему? Потому что все-таки стоимость несколько высока. Да, это не продукт с AliExpress, но разговор начинается с 217 евро за комплект из 2 кнопок и контроллера Commander. При этом можно дозаказать дополнительные кнопки за 80 евро. При этом не забываем про то, что доставка и растаможка тоже стоят денег. В моем случае это получилось еще дополнительно где-то 4000 рублей. Я общался с создателями этого продукта, и они мне прислали промокод, который я с удовольствием размещу в описании к этому видео. Используйте его, чтобы получить дополнительно 10% скидки, чтобы как-то улучшить этот критерий. Критерий перспективности. Однозначно 5 звезд. Я вижу у продукта большое будущее, потому что если у ребят будет желание и возможность прикручивать все новые функции, которые появляются в Тесле, к функционалу Commander и кнопочек, то мы сможем использовать эти кнопки для очень удобного управления нашими Теслами. Мне очень понравилось, что ребята открыты к общению и очень быстро реагируют на просьбы. Так я предложил добавить функционал «Спасибо», и буквально на следующий день получил ответ от разработчиков, что круто, это функция, действительно, о которой мы думали, но мы думали, что это только в Болгарии принято, а оказывается еще и в России. Здорово, давайте посмотрим, как быстро эта функция появится в приложении и в настройках. Я буду первый, кто добавит эту функцию на кнопку, как я и говорил. И обязательно сниму видео, как это работает, если ребята допилят этот функционал. Короче говоря, я буду использовать Sexy Buttons. Здорово, что я их купил. Наверное, функции на кнопках со временем поменяются. Наверное, поменяется местоположение этих самых кнопок. Но самое главное, что они очень органично вписываются в концепцию Теслы и в мою жизненную концепцию. Вот такая получилась первая распаковка. Надеюсь, что понравилось. У меня есть еще что распаковать, поэтому подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики.